Каждый Новый год уже на протяжении нескольких лет в преддверии глобального обновления до 24 части, вот теперь до 25 части, в комьюнити подогреваются ожидания касаемо предстоящего глобального апдейта. И всякий раз кажется, что с каждой последующей частью добавят куда более свежие и интересные функции, добавят оффлайн режимы, добавят все то, что мы так давно ждем, но всякий раз происходит облом. И в случае с eFootball 2025 ситуация повторяется аналогичным образом. По какой-то причине ожидания от нее достаточно высокие, возможно по той причине, что 25-я часть может стать именно той частью, когда Konami стоит определиться со своим вектором развития серии, и именно этот момент может стать ключевым для всей eFootball непосредственно, о чем мы сегодня и поговорим. Всех приветствую, вы на канале Realistic PES, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы же приступаем к нашей дискуссии. PlayRock вернулся на свой актуальный домен playrock.com. Больше не нужно использовать VPN и добавлять лишние цифры, чтобы получить доступ к сайту. Просто набери в поиске playrock.com и перезайди в свой профиль. И если вам нужен хороший аккаунт в eFootball 2024, тогда вам как раз таки на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 500 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров, монеты, буст и аккаунты. Вы найдете здесь все, что нужно. Покупка происходит в пару кликов. Выбираем нужный товар, оплачиваем удобным способом, теперь оплата по зарубежным картам доступна с любых стран, получаем данные от аккаунта в чате с продавцом. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои аккаунты или услуги на сайте. Рейтинг 5.0, более 3 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С PlayRock ваши покупки всегда в безопасности. Переходи по ссылке в описании и покупай товары по скидкам до 90%. Уже всем давным-давно известно, что ситуация, которая происходит с eFootball, происходит во многом по той причине, что Konami в свое время решили сделать ставку на мобильный гейминг и попытку связать все остальные платформы именно что с мобильными устройствами. И еще во времена анонса eFootball 2022 одной из самых главных особенностей предстоящей игры должна была стать кроссплатформенность, которая бы объединила все актуальные платформы и позволяла бы играть между собой. И когда только-только была анонсирована дорожная карта, эта самая кроссплатформенность ожидалась в ближайшее время. Но с того момента прошло уже несколько лет, а кроссплатформенностью как не пахло, так и не пахнет. Максимум, что мы получили, так это игры между двумя поколениями консолей и также матчи против ПК игроками и игроками на Xbox, благодаря тому, что ПК-пользователи скачивают игру через Microsoft Store. Но по сути на этом все и заканчивается. Каких-либо новостей касаемо будущей кроссплатформенности мы так и не наблюдаем. По сути, игра находится в стоячем положении, когда она не может привнести чего-то нового по графике, по каким-то функциям, я не знаю, по прочим моментам, во многом из-за того, что Konami все еще ориентируется на мобильные устройства, у которых куда более скромное железо и куда более ограниченные возможности. Поверьте мне, если бы у Konami была возможность сделать фотореалистичную графику на мобильных устройствах, она бы обязательно появилась на всех остальных платформах. Но, к сожалению, сейчас мы находимся в такой ситуации, когда Konami не могут сделать хорошую и реалистичную графику на консолях нового поколения и в то же время оставить игру такой, какой она есть на мобильных устройствах. И по сути, кроссплатформенность и стала тем самым камнем преткновения, которое не позволяет делать игре ощутимые шажки вперед. Этого же мнения придерживается и Ренан Гальвани, и при всем этом он надеется, что именно eFootball 2025, именно обновление до 25 части, станет тем самым, которое и позволит нам в целом узнать, какие же планы у Konami на будущее. Эту точку зрения можно поддержать, исходя из того, что в целом с момента анонса кроссплатформенности в игре прошло достаточно времени, и рано или поздно пора дать какую-то конкретику касаемо этой игровой механики в игре. И в целом, когда как не в eFootball 2025 рассказать об этом. Но в то же время не стоит забывать про фактор Konami, в принципе, про странную политику Konami, которые готовы молчать как можно дольше, которые готовы пускать все на самотек и в целом ничего по сути не менять. И в случае с eFootball 2024 мы это и наблюдаем. То есть чего-то нового мы не получили, долгожданных режимов, которые мы ожидали, исходя из слухов, мы также не получили, и поэтому далеко не факт, что ситуация не повторится и в рамках eFootball 2025. Но большинство игроков так или иначе сходятся во мнении, что именно из-за кроссплатформенности мы находимся там, где находимся сейчас, а именно где-то посередине, когда игра уже выглядит не настолько плохо, но и чтобы выглядеть куда более достойно, ей нужно еще очень-очень много работы. Но она не осуществляется, она не проводится во многом из-за кроссплатформенности, на которую Konami все еще надеется. Но как мы можем понять, исходя из недавней финансовой отчетности
отчетности. Судя по всему, Konami не оставили затею с кроссплатформенностью и все еще планируют развивать ее в своих проектах, и в том числе и в eFootball. И несмотря на то, что каких-либо сподвижек мы в деле особо не наблюдаем, перед вышестоящими лицами Konami выражают полную уверенность. Конечно, можно сказать, что Konami это невыгодно, и та же самая кроссплатформенность, она куда более выгоднее, нежели отказ от нее. Но вся проблема в том, что у Konami, судя по всему, у самих проблема с тем, чтобы внедрить эту кроссплатформенность в игру, а поэтому, опять же, происходит стагнирование и просто топтание на месте, которое ничем хорошим не сулит. Ваше мнение касаемо услышанного я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Что вы думаете на этот счет? Согласны ли с высказанной точкой зрения? И в целом, какие ожидания от 25-й части? Ну, я уже предвещаю все эти комментарии, но тем не менее, будет интересно послушать ваше мнение. Также не забывайте подписываться на наши соцсети, ссылки на которые в описании. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. И услышимся в следующих видео. Всем пока!